Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я хочу подарить сильный эффективный заговор, хотя я их очень много дарила, для людей, у которых доход зависит от клиентской базы. Ну, то есть продавцы, люди, которые работают на себя, парикмахеры, стилисты, я не знаю, те, которые делают ресницы, ногти, как хотите. Этот заговор можно читать на кошелек, на карты, смотря куда вам отправляют оплату. О, увидели, как летает? Но сегодня активный день. Итак, разложите, то есть свои карты, положите свой кошелек. Можете перед работой прочитать, ну, перед уходом на работу. Три раза читайте, потом уезжайте на работу. Можете на работе, то есть прочитать в офисе, где вы работаете. Можете у себя, если вы на себя работаете. Это не имеет значения. Но в начале рабочего дня читать нужно 3 раза. К концу рабочего дня, неважно, у вас получилось, не получилось, в любом случае откупиться 3 монетами или 3 деньгами, там, где нет монет. Оставить под дерево и сказать: откупаюсь за благословение. Сейчас поймете, почему так называется. В древние времена заговоры на богатство, на удачу связывались со славными людьми, со славными городами. Почему это делалось? Потому что энергия богатых городов связывалась с энергией человека, то есть, как бы сейчас сказали, делали подключку. Не люблю такие дурацкие выражения, но приходится, чтобы было понятно. Подключали энергию богатого славного города и энергию человека. То есть вот есть в армянской магии следующие слова. Чин-мачин. Как в чин-мачине, там богатство рекой и так далее. Что такое чин-мачин? Это Северный и Южный Китай, откуда привозили шелк. И шелк делал богатыми множество людей. Вообще шелк был запрещен. Вот эти насекомые, да, коконы, они были под запретом вообще смертной казни. Под запретом, под страхом смертной казни были запрещены вывозить из Китая. И одна из китайских принцесс, точнее, ее засватали, и с отцом тайком договорились, что если они хотят, чтобы персидский шах взял ее в жены, то она должна незаметно перенести эти коконы в Персию. Но поскольку китаянки делали высокую прическу, то она эти коконы спрятала в волосах. И таким образом вывезла из Китая коконы в Персию. В Персии начали делать шелк. И вот шелк распространился. Но до этого это была только привилегия китайцев. И считалось, что в Китае есть особый метод, что вот Китай богатейшая страна, Северный Китай и Южный Китай, чин-мачин. И вот связывали с богатым Китаем заговор, да, как в чин-мачине деньги рекой текут, так, чтобы в моем доме было как в чин-мачине и так далее. Одну энергию богатства связывали с другой энергией, энергией человека. В славном городе Царьграде, там есть очень много заговоров, связанных с Царьградом. Это Константинополь. Я помню, когда мне было, по-моему, 14 лет, что ли, или 13, показывали какую-то игру, и нужно было угадать город. Да, кажется, поле чудес. И вот все напряглись. Значит, один из названий Стамбула. Константинополь. И у меня отец спрашивает: как ты думаешь, что там написано? Я говорю: Царьград. И он так посмотрел на меня, ну так, мол,
что-то навряд ли Царьград. Причем здесь Царьград? Я говорю, Царьград. И открыли Царьград, и все удивились. Почему? Потому что на Руси называли Константинополь Царьградом, то есть город царей. И вот Царьград считался богатейший. И вот во многих заговорах древнего времени, да, присутствует вот это слово, термин Царьград. Вот на основе этой культуры, этой традиции я создала этот заговор. Этот заговор давно мной создан, но поскольку мы постепенно все это раздариваем, да, невозможно же было за один день это все вам подарить. Начнем. Читать на кошелек, читать на карты, читать перед уходом на работу, читать в офисе, если хотите, читать у себя дома, если вы на себя работаете, читать в помещении, где вы принимаете людей, которые к вам приходят, там, прическу делать или еще что-нибудь, смотря кем вы работаете. И у вас постоянно будет клиентская база. Сначала, может, по чуть-чуть, потом больше, больше. Если кто торгует, у него свой магазин или своя торговая точка, то тем более там вам никто не помешает прочитать. Открыть кошелек. Лучше открыть кошелек или банковскую карту, куда вы получаете эти деньги. И прочитать 3 раза. К концу рабочего дня 3 монеты оставляйте под деревом. Любым говорите: «Откупаюсь за благословение». И уходите. Итак, иду я с Царьграда, с царских палат, с хором императоров кесарей, до властителей, через великие врата пройду, до 3 мудрецов-магов найду. Первый маг-мудрец меня на поток денег благословит, до речи, как река полноводная в море спешит, так деньги в твой карман стекаются, да там и собираются, заклято. Второй маг-мудрец меня на удачу благословит, до речи. Как пчелы на мед слетаются, так и купцы на твой товар слетятся, да расхватают втридорого. Каждому торговцу свой купец, а твоих купцов не пересчесть, заклято. Третий маг-мудрец меня благословит и речи. Как Соломонов трон сиял в богатстве и в деньгах, как мудрость его прославила его. И ты славься, всяк тобой доволен будет, благодарить тебя не забудет. Прославится имя твое добром, заклято. Сказали мне сии слова, и как сказали маги-мудрецы, так со мной и случится. Быть мне богатой, удачливой, да с доброй славой. Истинно так. Заклинаю. Дорогие друзья, если человек хочет денег, то он еще должен быть и удачлив, чтобы эти деньги приносили ему, то есть шли ему впрок. Потому что если только будут приходить деньги и они точно так же будут стекаться на непредвиденные расходы постоянно, то в этих деньгах смысла не будет. Поэтому, когда в таких заговорах просятся деньги, следующий просится и удача, чтобы эти деньги удачно вкладывались и удачно приумножались. Если есть деньги и удача, нужна еще добрая слава. Недостаточно просто заработать один раз, да, а потом будь что будет. Нужно, чтобы тебя хвалили, чтобы тобой были довольны, чтобы тебя благодарили, чтобы ты получала удовольствие от своей работы. То есть ты зарабатывала, эти деньги пошли тебе впрок, принесли тебе желаемое, да, осуществили твои мечты, и плюс ко всему, чтобы тебя хвалили как мастера твоего труда. И все время приходили. То есть это будет обеспечивать тебе поток и спокойную жизнь, безбедную. Вот к чему эти 3 принципа все время присутствуют в определенных заговорах. Это такого рода ключи. Но тут есть некоторые ключи, которые вам знать не надо, но они сработают. Пользуйтесь во благо себе и своей семье.